Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня мой ролик будет посвящен самому маленькому зум-объективу в системе Micro 4 третьих. Это Panasonic 12-32 мм f3.5 f5.6. У меня уже был на канале обзор про абсолютно прекрасный, замечательный зум-объектив, также кит, и тоже темненький, конечно, но с большим разлетом фокусных расстояний. 12-60 мм f3.5 f5.6. Ну и довольно классный универсальный кит Olympus я тоже обозревал, который 12-50. Но эти объективы, они все-таки крупные, и они, может быть, и крутые оптические, и у них хороший разлет фокусных расстояний, но они большие. Ну а вот существование таких маленьких объективов-блинчиков, и при этом все-таки хоть с какими-то возможностями зумирования, оно максимально логично в системе, которая стремится к миниатюризации. У Panasonic, к тому же, довольно много разных серий, которые прям реально очень маленькие. Это там GF, GM, GX серия, то есть они все достаточно компактные, эти тушки, и на них просто прекрасно смотрятся маленькие объективы, и с ними просто удобнее ходить. И вот как раз на маленьких тушках Panasonic наш сегодняшний герой 12-32 мм чувствует себя наиболее уверенно и, в принципе, смотрится наиболее, на своем месте. Я уже ранее также рассказывал про прекрасный, абсолютно не стыдный зум-объектив с электронным приводом у Olympus 14-42 мм, и он тоже клевый, но это EZ, то есть Electronic Zoom, опять же, да, то есть это все-таки моторизированный зум, здесь все нужно делать ручками в случае нашего сегодняшнего объектива. Ну и, конечно же, у Panasonic есть подобный тоже с моторизированным зумом объектив, и тоже с фокусными расстояниями 14-42 мм. Возможно, я сделаю на него обзор, но, честно говоря, он почему-то как-то неоправданно дорого стоит, и я пока что что-то не особо стремлюсь его приобретать. Вообще, у одного моего подписчика он есть, не знаю, может быть, стрельну, если будет не лень. Вообще, кстати, напомню на всякий случай, что вообще-то практически всю технику, которую я обозреваю, я приобретаю за свои деньги, стараюсь все-таки быть независимым и вам рассказывать все максимально честно, чтобы ни от кого не зависеть, не пытаться там как-то свое мнение приукрашивать в лучшую сторону. Если я что-то засираю, то оно действительно плохое, если что-то я хвалю, то оно действительно хорошее, потому что, я сам деньги за это заплатил, и если мне по кайфу, то я это похвалю. Если это, вызывает у меня какую-то жопную боль, то я это, естественно, буду засирать. Но обычные темные киты есть, конечно, и у Olympus, и у Panasonic, тоже с такими же вот этими фокусными расстояниями 14-42, 14-45, и такими же по светосиле, там, начиная с f3.5, заканчивая 5.6, все как обычно, как во всех, в общем-то, системах, но они довольно посредственные, не особо интересные, то есть, они не ужасные, это просто обычные затычки, и про них ничего особо такого уж там не расскажешь. Но я стремлюсь на канале все-таки рассказывать про что-то действительно такое занятное, интересное, необычное, и вот у этого объектива, к примеру, имеется такая вот телескопическая складная конструкция. С подобным же конструкторским решением приблизительно в то же время выходивший, у них есть темный 35-100 мм, f3.5, f5.6 тоже, тоже также распарковывается, как и этот, и тоже очень компактненький такой в сложенном состоянии. Давайте сейчас я уже детально объектив сам в руках поверчу, покручу, покажу вам, как он выглядит, как это все работает, и уже дальше перейдем к картинкам. Это аккуратный, такой маленький, легкий, очень-очень прям компактный, микроскопический, можно сказать, блинчик. В моем случае он серебристый, с такими строгими черными надписями, довольно минималистичными. Слава богу, Panasonic перестали делать красные надписи на своих объективах. Особенно было нелепо, когда вот эта надпись HD была такая ярко-красного кислотного цвета. Но это было давно, 10 лет назад. Сейчас они опомнились, что все-таки дизайн немножечко тоже имеет значение. Тут такой практически лейковский шрифт. В общем, сейчас он выглядит приятно. Корпус здесь и кольцо фокусировки из хорошего, достаточно прочного пластика. Если объектив потрясти, то внутри слышно легкое шебуршание. Это потому что здесь есть оптическая стабилизация Mega OIS. Крепление, конечно же, тут металлическое, но влагозащиты, опять же, конечно, у объектива нет. Передний элемент, он очень небольшой, а диаметр светофильтра получается вот такой вот 37 мм.
Ну, я вот терпеть не могу, честно говоря, объективы, у которых складная конструкция, ну, которая, знаете, с блокировкой, такая с парковкой, или как это называется, особенно с дебильной кнопочкой, когда это жутко неудобно, такие хлипкие вещицы, где из-за перегибов ну, стабильно отваливаются шлейфы. Есть такое говно у Никона, у Sony, да и у Olympus самый первый 1442 был с такой парковкой. Из-за какого-то непонятного мне желания сделать объектив чуть меньше, на какие-нибудь там 1,5-2 сантиметра, ну, короче его сделать, соответственно, да, в состоянии, когда ты его переносишь, создаются такие уродцы с отвратной эргономикой. Хотя, вот, которые без парковки, но уже с электронным зумом, что Olympus 1442Z, что блинчик Panasonic 1442 уже вполне неплохие и гораздо более продуманные. Но да, конечно, тоже хрупкие из-за выезжающих хоботков из них. Ну а наш сегодняшний герой распарковывается без каких-либо кнопок, просто поворачиваешь, и вот у тебя он уже зумируется. Здесь немножко есть усилие, с которым ты можешь его обратно запарковать. Да, он становится вот длиннее, как раз примерно на пару сантиметров, когда ты его максимально выдвинул на 12 миллиметров фокусное расстояние. При этом он достаточно тугой. Когда ты вот крутишь, он реально достаточно такой плотненько собранный, не имеет никаких люфтов. Я всегда ходил с ним в разложенном состоянии, то есть я ставил какое-нибудь фокусное расстояние, которое мне там удобно, условно, я чаще всего 14 мм использовал, 12 реже, когда, ну, в основном, если пейзаж какой-то мне надо снять или побольше захватить, а так 14 мм такое среднестатистическое расстояние, на котором мне удобно снимать. Самопроизвольно фокусное у него от тряски не меняется ни при каких обстоятельствах. Ну и понятно, что такой маленький объектив очень хорошо смотрится на компактных сериях камер от того же Panasonic. То есть вот так вот он выглядит, допустим, на GF серии, это GF7, у нее обзор будет обязательно. Также на GM прекрасно себя чувствует. Ну и на GX, наверное, тоже некоторых будет хорошо смотреться. На Pro-тушках я не проверял, как выглядит, но думаю, будет смотреться довольно нелепо, потому что, ну, совсем маленький объективчик для совсем маленьких камер, то, что надо, а на большой камере будет, ну, как-то глупо выглядеть. Хотя это никак не отменяет того, что он и на них будет прекрасно снимать. И резкость у объектива очень хорошая, особенно если вспомнить, что это, в общем-то, по большому счету, простенький кит какой-то, да, с темненькой диафрагмой и прочим, и не очень-то большим разлетом фокусных расстояний, но при этом на любой диафрагме и на любом фокусном расстоянии у тебя с резкостью все в порядке, центр точно всегда резкий, только не так, что прям вот, знаете, там не какой-то небольшой процент кадра, там процентов 15 в середине у тебя в резкости, а все остальное сразу становится резко мыльным. Нет, действительно, я имею в виду здесь, в данном случае центр, это, ну, прям обширное пространство кадра, большая его часть, они всегда очень резкие, с резкостью там полный порядок, и только к самым краям резкость немножечко падает, и причем она не падает прямо уж прям чудовищно. Да и это заметно становится только если уж прям совсем попиксельно там заниматься инспекцией картинки, с лупой разглядывать ее, и я не думаю, что каждый на свете человек этим занимается. То есть в целом усредненно все очень неплохо. Единственное, что на двух фокусных расстояниях, это 12 мм и 14 мм, все-таки края у нас послабее, потому что если отключить исправления всяческие, да, там коррекции программные в самой тушке или, допустим, в конвертере, выключить профиль объектива, то мы сразу же увидим, что у объектива все-таки присутствует на вот этих двух фокусных расстояниях, достаточно широких, что эквивалентно 24 и 28 мм, довольно большая дисторсия. И эта дисторсия, естественно, когда исправляется, углы несколько растягиваются, и за счет этого как раз происходит их ухудшение, скорее всего. Ну и также в самых углах, конечно же, достаточно большое количество хроматических аберраций, но опять же только в самых углах и опять же только если выключить профиль объектива, потому что если ты в тушке включил исправления, а эти все исправления также подтягиваются тебе и в RAW, автоматически будут включены, ну ты выключить их, конечно, можешь в RAW-конвертере, но типа нахрена тебе хроматические аберрации включать. Короче, они исправляются отлично, то есть их вообще в принципе на
на картинке ты не найдешь, их просто там не будет. Что бы ты ни снимал, какие бы там у тебя сложные сцены не были, какие бы ветки там в кадре не присутствовали, ничего такого, то есть нигде хромота у тебя не полезет, если ты включил исправление. Хотя стоит отметить, что все же с тушками Олимпуса объектив работает немного хуже и показывает себя немножко хуже. С резкостью-то и на Олимпусе все в порядке, но все-таки Олимпуса тушки, они так хорошо хромоту у чужеродного для них объектива, хотя это одна система, не исправляют, но хромоту можно потом на посте исправить, в общем-то, самому ручками уже в RAW-конвертере непосредственно. Стоит отметить здесь также то, что объектив Олимпуса, вот этот моторизированный 14-42 мм блинчик, он все-таки показывал себя прекрасно и на Олимпусах, и на Панасониках. То есть у него было с хромотой, дисторсией и прочим все хорошо, потому что я его и на GM1 использовал, и на Олимпусах других маленьких всяких PM, PL серии. Там все было тоже нормально. Резкости и детализации на всех картинках, которые я делал, в принципе, более чем достаточно, даже с учетом того, что я сейчас выше рассказывал, что там есть некоторые нюансы, но, тем не менее, в большинстве случаев все абсолютно прекрасно, просто практически замечательно с этим объективом получается, и на него можно снимать также отличные пейзажи, полные всяких мелких деталей, и не бояться смаза, то есть я на очень закрытых диафрагмах, в достаточно темных условиях, то есть там пасмурную погоду, снимал на выдержках совершенно спокойно 1/10, 1/15 на нестабилизированных тушках, потому что у самого объектива есть система стабилизации Mega OIS, и она прям очень хорошо отрабатывает. Там, сколько стопов точно я там не замерял, но в общем вот на таких выдержках там 1/10, 1/15 у тебя проблем точно никаких не возникнет. Одну секунду с рук, конечно, на этот объектив на нестабилизированной тушке ты не сделаешь, но опять же себе можно помочь. На всех тушках Panasonic актуальных есть у нас двойная стабилизация, то есть уже на всех новых тушках там стаб на матрице присутствует, и он работает совместно со стабилизатором, который оптический в объективе. И плюс во всех актуальных тушках Panasonic также есть электронный затвор, чтобы избежать дополнительно какого-то микросмаза от срабатывания затвора, включаем электронный затвор, и вообще проблем и каких-то горестей не знаем. Также 12-32 способен достаточно близко фокусироваться, хотя, конечно, на максимальном зуме на 32 мм, что эквивалентно 64, он фокусируется всего лишь с 30 сантиметров. Это не позволяет тебе уж прям супер какое-то макро там невероятное снять, но какие-то незамысловатые макросюжеты, в общем-то, тебе доступны. И опять же, здесь 14-42 мм от Олимпуса все же показывает себя чуть получше, потому что он фокусируется с 20 сантиметров. Ну и каких-то вот серьезных косяков в плане там хромоты, в плане резкости я здесь нигде не вижу. Есть только один, наверное, серьезный минус у этого объектива – это боязнь бликов и засветок. То есть если ты в контровом свете что-то пытаешься снимать, а бленда здесь никоим образом не предусмотрена, в том числе, значит, и сбоку, если где-то у тебя лучи сильно попадают, то картинка очень сильно страдает, очень сильно руинится, могут быть там всякие засветки, блики, все в полном объеме, как бы вот это все говнище происходит, так что контровой свет очень противопоказан ему. И к тому же у объектива какие-то непонятные переотражения, я не знаю, честно говоря, за счет чего, и какие-то свечения, ореолы появляются на точечных источниках света. Соответственно, если ты снимаешь в каких-то темных условиях, у тебя там есть какие-то лампы, они будут очень странно как-то иметь ореолы какие-то непонятные. Ну и в дневное даже время, если ты какой-то объект ярко подсвеченный снимаешь, то у всего какое-то непонятное такое свечение появляется.
Это явно какой-то оптический косяк, но он не так уж сильно проявляется, не так уж часто, но все же он есть, я его замечал, и я считаю, что это довольно такой существенный минус. Ну и, конечно же, очень приятно стрит снимать на этот объективчик, потому что сам по себе он очень мелкий, очень легенький, компактненький. Если использовать его с очень маленькими тушками какими-то, то он максимально незаметный, звуков никаких он при фокусировке, конечно же, не издает, тушки с электронным затвором тоже никаких звуков не издают, то есть, соответственно, ты идешь абсолютно как бы невозбранно снимаешь себе любой какой угодно стрит в упор людей на широкий угол запросто абсолютно. Ну и в целом мне этот объективчик, в общем-то, понравился. Это такой хороший, вполне себе не стыдный кит от Panasonic, потому что он и мал, и легок, и удобен, и у него, в общем-то, неплохие для каждодневного использования фокусные расстояния, и по резкости он хорош. Есть некоторые косяки, конечно же, в плане засветок, но я не думаю, что это прям настолько критично, чтобы его там максимально как-то избегать. Если у вас маленькая тушка Panasonic и почему-то нет этого объектива в виде кита, ну то есть если по умолчанию сразу с ним не купили, то его можно смело купить и получать от него удовольствие. Хотя оптически он, конечно, послабее и так слегка похуже, чем Olympus 1442 мм и Z. Но слабее совсем немножечко, то есть не прям там многократно хуже, просто чуть-чуть похуже. Ну, я надеюсь, что мой обзор окажется для вас полезным, так что подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой Boosty, если есть желание поддержать канал финансово каким-то образом. Ссылка есть в описании. Я желаю всем хороших снимков и до новых встреч. Пока.